Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Узнай будущее. К чему все идет? Или ваше будущее на период 10 дней, декады месяца с 21 по 31 декабря. Давайте узнаем подсказки карт. Или как они видят события ближайших дней, ближайшего будущего для вашего знака зодиака, с чем это будет связано. И у нас сегодня две колоды карт. Колода Ленорман и колода Таро. И мы достанем 4 карты из колоды Ленорман и позволим, не задавая вопросов, нам просто именно раскрыть какие-то события. Именно события хорошо демонстрирует колода Ленорман. А после дополним, с чем это может быть связано на колоде Таро. Конечно, при этом будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я должна сказать, что декабрь месяц, он как раз и будет, а вы можете прочувствовать наиболее остро, как период принятия важных решений. Почему? Нептун в знаке зодиака Рыбы. С 7 на 8 он переходит из ретро-движения в прямое движение. И это значит, может открыться какая-то тайна или прийти какая-то новость. Или нам придется с этим как-то провзаимодействовать. Мы не можем это проигнорировать. Или буквально это будет связано как с информацией от конкретного лица, от конкретного человека. И вроде бы вы-то ничего не инициировали, а вот именно извне какая-то ситуация вас может подводить к какому-то итогу или на что-то решиться. Поскольку Нептун – это покровитель рыб, именно знака зодиака Рыбы, и он находится как бы в своей обители. И вот этот из ретро-переход в прямое движение как раз может и означать, словно мы прозрели, или мы даже какую-то прежнюю историю, если мы ее так оставили на потом, а тут вот нет, нужно что-то решать. Конечно, у каждого по-своему это может проиграться. Почему? Потому что транзит, хоть и буквально есть дата с 7 по 8, но подобные астрологические аспекты, они, как правило, проигрываются плюс-минус 2-3 недели. У кого-то это уже могло произойти, у кого-то, как новость или известие, может проиграться в конце декабря. Итак, события ближайшего будущего. 4 карты для вас. События ближайших дней. И на колоде Таро неожиданность, первая карта. Неожиданности, пусть лучше будут приятные сюрпризы. В чем ваша сила, в чем ваш успех, что вам помогает, может быть, что само в руки идет. И по основным сферам жизни: дело, работа, бизнес, документы, учеба, энергия денег, личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что же за события ближайшего будущего, с чем это будет связано, звезды? Вы знаете, тут вы будете чем-то более глобальным заниматься. Или у кого-то наперед проигрывается та история, которую вы предполагали или уже к этому шли по части далеких переездов или поездок. Может быть, это работа, связанная с командировками, и это как тема номер раз для вас. Или тот переезд, который в новую местность, может быть, совершенно с другим менталитетом это связано, с другим языком, как какие-то новые условия работы, может быть, и новые условия пребывания. Все же по аркану звезды, с одной стороны, нет ничего невозможного, но по сути это карта будущего. Вы уже подвели какие-то итоги, или, по крайней мере, вы точно знаете, чем вы не будете заниматься. А чем заниматься вам интересно, желательно, что вы хотите, одним словом, продолжать. И по аркану звезды это есть какая-то тема вашей жизни, которая будет продолжаться лет 10-20, как по Плутону. Но, видимо, может быть, у кого-то это пройдут как согласование, важные решения, подписание бумаг, или, ну, и, может быть, и с людьми конкретными вы будете, именно для того, чтобы то, что вы очень хотели, у вас осуществилось. Вот этим вы где-то и будете, это как центр ваших приоритетов, по крайней мере, первая карта говорит об этом. Конечно, у кого-то это будет по работе или бизнесу, а у кого-то это будет карта означать партнерские отношения, может быть, партнерские именно в личной жизни.
Для кого-то из вас ваша популярность, кстати, сияйте как звезда. И вот об этом тоже могут говорить карты. Второе событие. Ну, правда, есть желание что-то осуществить. А хорошие дела наспех не делаются. Карта тучи. Нет помех. Но какие-то такие препоны мелкие, знаете, как словно камешки маленькие, как галька на дороге. Вроде и дорога понятная, вроде иду, знаю куда. Но вот как-то так дискомфортно мне идти. Вот что-то подобное говорит карта тучи. И мы на это не влияем. Единственное, карта всегда говорит, что эта туча, вот она сегодня есть, а завтра все, ее уже нет и выглядывает солнце. Поэтому будьте, наверное, внимательны к тому, чтобы себя где-то, ну, не обескуражить, может быть, или не начать какую-то глубокую философию по поводу услышанной новости. Если вы уже словно знаете, какое решение вы принимаете, нет смысла себя либо останавливать, ведь если карты звезды выпадают, то это точно вы уже знаете, что вы хотите продолжать, а что, ну, по вашему замыслу никак не вписывается в сценарий вашей жизни. Поэтому даже если есть какие-то шероховатости или пусть это даже не шероховатости, а конкретные вопросы, которые вам нужно решить. Но помните, что это все преодолимо. Конец декабря. Это может быть связано еще и с тем, что вы кому-то не верите. Карта крысы выпадает, это всегда предупреждение. Здесь, конечно, может быть и так, что это как кто-то близкий, может быть, потому что крысы, они где? Они всегда в жилище живут, вроде как и рядом с нами. Это может быть близкий, что имела в виду? Какое-то окружение близкое, с какими-то советами, например, а вопрос вам нужно решать самому или самой. Вам могут давать те советы, которые вас, наоборот, обескураживают, опять же, или вот как и по этой карте тучи, тень на плетень, наоборот, больше тени создают или какого-то мрака, нежели позволяют решить какой-то вопрос. Поэтому решение все-таки за вами. Я вижу это так. Но по карте крысы и правда у кого-то может проигрываться банальная ситуация, когда вы кому-то помогали, а вас использовали. Увы, это тоже бывает, потому что чаще по этой карте то или те, кому мы доверяли, кому помогали искренне как раз, или желали помочь, или желали продолжения каких-то отношений, союзов, может проигрываться у кого-то и по бизнесу. Вот здесь вот оно никак не идет. Или открывается какая-то тайна для вас, правда, последние 10 дней декабря. К чему все идет? Если мы спрашивали, к чему тут может идти с крысами, это вы можете отказываться как от некоторого общения или для себя окружение само по себе фильтровать. Вот этим я доверяю людям, а вот это нет. Вот это из моей жизни. И должно быть, как будто, ну, проститься хочу. И я не могу сказать по этой карте, что вы быстро будете прощаться. Скорее, для себя вы сделаете выводы и будете дистанцироваться, вот как эти тучи. Вот посмотрите, завершается какой-то очень сложный у вас процесс. Здесь будет очень важно быть честным с самим собой. У вас выпало очень две серьезные карты. Это отнюдь не тучи и не крысы. Это карта звезды и карта солнца. Обе карты выбора правильного направления. И если по звездам, я говорила, лет 10-20, то есть это далекое будущее, то и вы с чем-то определяетесь именно период декабря, как мы смотрим. От вашей правильной рокировки, расстановки сил или ваших даже планов. Не отказаться от своей мечты – это точно. Выпадает карта Солнца – это более короткий период. Это 6, 8, ну, может быть, 9 месяцев. То есть карта говорит о том, что вот вы идете к своей мечте. Или то, чем вы будете заниматься в ближайшие полгода. Оно будет напрямую относиться только к тому или к той реальности, которую вы еще будете как будто создавать. Но план у вас уже есть. Пусть это не детализированное что-то прописанное, это то, что мы готовы корректировать. Но вот как высокодуховная идея у кого-то может быть правда, а у кого-то это далекий, опять же, переезд. Может быть, это вы решите только в декабре. Кардинально изменить свою жизнь по звездам, это как раз тоже проигрывается. И
Ваши шаги, которые вы будете в последующие полгода в 2025 году предпринимать, они как раз и будут означать какие-то очень ваши правильные действия. И если мы говорим про астрологию, мои дорогие представители знака зодиака Рак, помните, что в июне планета Юпитер, планета большого счастья, входит в ваш знак зодиака, в первый дом вашего гороскопа. И это означает символ нового «я». Это ваши новые планы, это ваши достижения. Это когда, да, конечно, мы должны действовать. Это не та манна, которая падает на наши головы с небес или что-то такое, к чему мы не прикладывали усилий. Но это когда мы свою реализовать мечту можем. Даже если мы где-то первые полгода настойчивы в том, что мы хотим осуществить, то я могу предположить, что последующий период, он более так, как по накатанной пойдет дорожке. Или, по крайней мере, он будет означать, что вы можете успешно что-то продолжить. Неожиданности. Ну, по сути дела, это карта любящего человека, принцесса чаш, какие-то признания в любви, может быть, контакты, разговоры, подарки, эмпатия, мои дорогие, хорошее настроение, ну, все то, что со знаком плюс, какие-то приятные сюрпризы, времяпрепровождение, может быть, с любимым человеком. Если и есть что-то из неожиданности, это когда мы не ожидали, а в наш адрес что-то хорошее откликнулось. Вот, может быть, это напрямую будет связано с личной жизнью или какой-то новой историей. В неожиданностях вы можете познакомиться. Вы можете познакомиться с человеком, который намного моложе вас. Может быть и известие от ваших детей, даже взрослых. И такое тоже может быть у каждого по-своему. Но это все приятности. В чем ваша сила? Что само идет в руки? Правда, что-то само идет в руки. Туз жезлов – это всегда как возможность. И тут нельзя долго как-то тут раздумывать, хотя у кого-то это ваш внутренний какой-то инсайт, это решимость, по сути дела. Это тоже где-то про Нептун. Потому что мы могли думать 3 года до того, и все никак не могли с чем-то определиться. Вот как раз в декабре эта точка невозврата, она может быть пройдена. Теперь что-то очевидно, совершенно понятно, что-то видно, оно как на ладони. Не остается, может быть и если, не остается какой-то двойственности. И совершенно четко вы понимаете, куда вы идете. Какой-то вопрос очень важный лично для вас, для вашей личности. Вы сумеете решить или прояснить окончательно какую-то ситуацию. И если прежде вас словно что-то мучило, не давало покоя, вот как эти тучи, туда-сюда, или было какое-то недоверие, вот все проставить по местам, и буквально как все точки над «и», когда больше определенности. И это не просто как определенность вашей душе или ну, где-то в вашей ментальности или ваши чувства. Нет, это уже что-то переходит в реальность. Давайте посмотрим, за что-то вы себя тут поблагодарите. Дела, работа, бизнес. Ну, здесь, скорее всего, нет каких-то новостей. И двойка пентаклей – это всегда взаимодействие. Да, нам показывают качели. Может быть, есть и есть еще, вот так назовем. Или скажем, на конец декабря та или иная подвешенная ситуация на работе, или это что чего-то касается как изучения. Может быть, вам еще нужно какие-то провести согласования с кем-то, совершить важные переговоры, подписать, может быть, и документы, но что-то будет продолжено, это точно. Сама по себе спокойная карта, хотя в то же время пусть в другой колоде, но нам говорят, будь легок на подъем. И с учетом того, что у вас первый аркан выпал звезды, и я могу допустить, что для кого-то проиграется, когда быстрая какая-то дорога. Вам совершенно необходимо кому-то из вас будет совершить куда-то поездку, чтобы именно в определенной местности какой-то вопрос либо решить, либо увидеть своими глазами. Не с передачи там кого-то. И вот, кстати, карта крысы. А когда я теперь уже сам точно или сама точно что-то знаю. Не отказывайтесь от чего-то. И карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. Будьте легки на подъем во всех вопросах, которые касаются дела, работы, бизнес.
или откуда к вам приходят деньги, или новые какие-то способы заработка. Но именно пробуем, как будто мы не вкладываемся, обойдемся 2 пентаклями. Но сама как многовариабельность нашей жизни, она к нам приходит через опыт, пусть маленький, но и даже маленький опыт в разных областях деятельности нам может оказать потом существенную поддержку. Вот примите это к сведению. Деньги. Вы знаете, для кого-то получение больших денег. Когда 13-й аркан моих раскладов выпадает, это правда часто бывает, когда вот мы ждали какую-то сумму, а она там застряла непонятно где, и все, получить мы ее никак не можем. Но опять же, это та сумма, которая как гонорар, и может быть значимый, но все не получалось. Так вот здесь мы ее получаем напрямую. Для кого-то из вас совершенно необходимо пересмотреть стратегию, тактику по части финансирования вашего бизнеса. И планетарно, ведь это тоже тот период, когда Уран в Тельце, а на водные знаки зодиаков и на земные – это тот транзит планетарный, который оказывает влияние наиболее ощутимо. И если мы говорим Телец – это все то, что касается благополучия, так вот Нептун здесь может вам давать какую-то подсказку или новость приходит, или есть взаимосвязь с вашей работой, занятостью, деньгами или последующим получением денег, когда вам нужно немножко реструктурировать, что-то адаптировать, потому что прежняя стратегия вряд ли сработает. Перестроить себя. И если мы говорим про Уран, вы можете еще что-то продолжать перестраивать, да, ну вот, или какой-то вопрос решать по части финансов с заходом на январь. Потому что еще ретро-Уран. Уран будет в прямом движении и останется в Тельце с февраля месяца. И планетарно мы тоже, там много других будет транзитов, когда мы ожидаем как раз, что февраль-март мы узнаем какие-то новости. Может быть, это те новости, которые даже мы и не предполагали, что что-то подобное может быть. Но по части финансов уделите внимание, потому что тут какие-то инновационные изменения вполне вероятны. Ну, а для кого-то банально проиграются деньги, как итог и трансформация. Да, деньги есть, деньги будут в вашей семье, об этом тоже говорят карта. А для кого-то из вас, посмотрите, сама по себе благополучная обстановка. И для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный. Прекрасная карта, которая как раз и свидетельствует о том, что и мы счастливы, и у нас все хорошо, и партнер нам приятен всячески, мы смотрим в одном направлении, мы как раз укрепляем, улучшаем наше семейное гнездышко, когда чувствуем себя вот так уверенно, потому что решены какие-то, может быть, и финансовые вопросы. Дом полная чаша, нечего мне добавить это на личную жизнь. Для тех, кто один или одна, тогда вот все то, что я говорила по финансам, по работе, тут может как раз и проиграться финансовая тема, и это как задача номер один. Для всех остальных это и для тех, кто пусть один или одна, но в принципе уже устал от одиночества, тут есть возможность, правда, познакомиться. Может быть, отчасти решая какие-то дела или отправляясь в какое-то путешествие. Не отказывайтесь. И если вам судьба вас словно подводит к принятию решения, когда мне нужно прямо вот сейчас куда-то поехать, я говорила это, тогда действительно будьте легки на подъем, кто знает. Куда-то поехали, а какой-то случай Его Величество вас ведет с очень важным человеком в вашей жизни. Лет на 10-20 запросто. И такое может быть. Тут чудеса какие-то могут случаться у вас за период декабря. И пусть будет именно какое-то счастье. Совет от карт. Карта харизматичного лидера. Не могу сказать, что куда-то прямо спешит король жезлов. Но и не отказывается, конечно, тоже. Но надо сказать, что карта принятия каких-то важных решений все же. И значит, и вам где-то придется для себя, может быть, пусть не детализируя, но выбрать как правильное направление. Нам, собственно, об этом и сказали. Давайте мы узнаем, как карту совет, что же у вас продолжается в 2025 году или с чем
вот это будет связано. Пусть нам дадут карты тоже совет, чему уделить внимание с переходом на 2025 год. Личной жизни. Посмотрите, по сути дела, карта любящего человека напрямую и какая-то личная история, она не может быть оставлена без внимания. А для тех, я уже сказала, кто один или одна, нужно хорошо, может быть, и подумать. Ведь полноту счастья, полноту эмпатии мы можем прочувствовать только когда рядом с нами человек, способный за нас не только сопереживать, а тот, который еще способен искренне радоваться. Всячески карта нас все же поворачивает в сторону взаимодействия с кем-либо, уже не одна карта. Поэтому я бы сказала, как совет на 2025 год, может быть, для кого-то из вас всерьез задуматься, чтобы завершить одиночество. А для тех, кто в паре, карта говорит, ну, что-то просто продолжай, потому что, по сути дела, карта любящего человека. Перекладывайте на себя, значит, какой-то союз у вас, мои дорогие, ну, словно как вам по судьбе, и десятка пентаклей рядом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.